Ну шо вы там попросыпались, ребята? У нас в гостях бихеровочка. Чешский, ну, травяной ликерчик. Сюда его на базу. Сейчас будет обзорчик. Будем пробовать эту сладость ликерочную, да? 38 по куполу, если чё. Кто-то скажет, зачем тебе эта сеточка? Эту сеточку одевают в duty free, да, то есть потому что эту бутылочку мне привезла подруга с Чехии. И вот такая вот фишка одевается для того, чтобы бутылка, если бутылка соприкасается, да, и вообще, чтобы сразу оно как бы не разлетелось в хлам. То есть такая безопасная сеточка, можно сказать и так. Подписываемся, остаемся, летим в светлое будущее. Сейчас будем пробовать этот напиток. Написано, что даже он как бы для пищеварения, то есть и тут более 20 трав. Так что это все-таки, как оказывается, еще алкогольный напиток с какими-то позитивными нотками, да, для организма, если, конечно же, пить в умеренных объемах. Бихеровка. Чешский травяной ликер, производящийся в Карловых Варах, да. То есть год основания, вы понимаете, то есть вот этот вот, да, вот этот ликерчик был, начали его изготавливать в 1807 году. Крепость у него 38, да, оборотов, что, ну, это очень много, можно сказать, это как водка, да. Сзади тут написано, как там его можно употреблять, в каких вообще, да, ипостасиях. Лучше всего это при температуре плюс 5, да, то есть просто положить его в холодильничек, в морозилку не надо. И пить маленькими рюмочками, то есть небольшими, да, огромными, 100-граммовыми и так далее. Вот такими вот маленькими 50-граммовыми, да, потому что это как бы считается ликер, и он добавочный ликер, то есть, да, как аперитив, да, перед едой, то есть, потому что здесь более 20 трав, да, как говорится, полезных трав, то есть, обратно же, если питье у вас будет в меру, то есть, правильное, то этот напиток может повлиять хорошо на ваш желудок, да. Вообще, первоначально эту ликерную настойку делали как желудочное лекарство, то есть, понимаете, да, то есть, потому что для пищеварения это самое оно считается. Обратно же, если потребление этой настойки будет умеренное. Немножко истории про этот отличный ликер чешский, да. Давайте немножко поговорим про историю. Интересно же, как все случилось. Да, Бехеровка обязана своим названием карловскому аптекарю Йосифу Витасу Бехеру, который начал продавать этот напиток в 1807 году. В 1841 году его сын Йохан Бехер открыл производство напитка в промышленных масштабах. В 1890 году Густав Бехер зарегистрировал торговую марку Йохан Бехер в честь своего отца. В 1945 году, после войны, получается, да, Чехословакия начала национализацию данной фирмы, да, и фирму национализировали. С Йохан Бехер была она переименована на нашу стандартную, всеми сейчас известную Бихеровку. После войны, да, государство владело производством целых 57 лет, то есть после 45 года, да, 57 лет владело, именно было национализировано, то есть государство Чехия, да, ну, Чехословакия, потом Чехия, да, владела акциями этой компании. Но приватизация началась в 1997 году и успешно закончилась в 2001 году. Стопроцентный пакет акций, да, купила французская компания, которая одна из крупнейших по производству, да, алкогольных напитков и вин, Pernod Ricard. Pernod Ricard, то есть французская компания. То есть по факту сейчас владеет Бехеровкой французы. На протяжении всей истории Бехеровка неоднократно получала многочисленные награды и медали на международных выставках в Париже, Вене и в других странах. То есть этот напиток признан, да, всем миром, что он сделан качественно, хорошо и он реально весом, да, в алкогольной индустрии. Теперь немножко про производство, да, интересно вообще, как же изготавливают этот напиток, да. Смесь из более чем 20 трав насыпают в мешки из натурального
холста, который погружается в емкости, вы понимаете, да, наполненные спиртом и оставляет там примерно на неделю. Потом экстракт перемешивается с водой из сахара. То есть получается, что более 20 полезных трав, да, вы понимаете, да, спирт, травы, все это, потом добавляется сахар, то есть, описываемый напиток, да, получается, делается только на карловской воде, то есть это не просто, вот, да, вот что-то там везли, все делается из чешских, да, натуральных трав, даже вода карловская туда добавляется. За все время существования этикетка, понимаете, бутылки, да, претерпела несколько всего лишь изменений. То есть характерная же форма бутылки напоминает классический рецепт, то есть классическая бутылка, да, и рецепт остается неизменным. То есть, понимаете, с тех еще 1800-х, там, 40-х годов, да, то есть этикетка, вот где написано оригинал, то есть это оригинальный рецепт. Есть еще парочку различных там модификаций, есть лайтовые 20-градусные варианты, есть еще более крепленный вариант 40-градусный, это 38 градусов, это классика в прямом смысле жанра. То есть я всем советую покупать, конечно, и пробовать классику. Ну и последнее отступление, да, это бихеровку наливать в стопки и подают обычно перед ужином или поздно вечером. Ее пьют самостоятельно, то есть, хорошо охлажденную, то есть я говорил плюс 5, да, можно немножко ниже, но обратно же не нужно ее ложить в морозильник, то есть. А также добавляют ее в чай и кофе, когда вот в Ирландии делают Irish виски, либо добавляют Бейлис, да, в кофе. То есть вот этот прекрасный, да, ликерчик травяной можно добавлять и в чай, и в кофе. То есть, бихеровка также является основой для множества коктейлей. Их очень много в интернете. В данном обзоре я буду пить его чистым, да, пару рюмочек, попробовать просто и сказать вам свое мнение. Также напишите в комментариях свое мнение, если вы пробовали этот напиток, и опишите свои эмоции. Считаете ли вы его, там, не знаю, вкусным, нормальным, полезным, либо это просто, как всегда, какая-то, да, пиар-компания, распиаренные, в принципе, ликеры, либо все-таки он реально кому-то помог, либо кто-то его реально то есть есть ценители вкуса, которые реально восхищаются, да, этим напитком. То есть многим нравится употреблять ликер параллельно с пивом, то есть, это в Чехии, да, это как и в Ирландии, там, это виски ты взял, да, и запил пинтой пива, то есть, обратно же, каждый употребляет, да, напитки по-разному, но должна быть какая-то, да, культура питья. То есть и классика жанра гласит, что нужна маленькая рюмочка, охладить его до плюс 5 и пить маленькими глотками, да, обратно же не в больших объемах. Сейчас мы будем пробовать, что же это за такое дивное чудо, бихеровка от Чешской Республики. Вот написано Карловые Вары. Карловые Вары, блин. Ай-яй-яй. И вообще бихеровка по-настоящему типа лечит, обратно же, да, если употреблять ее, в умеренных масштабах. То есть также есть специальная посуда для бихеровки, то есть специальные такие маленькие чашечки. Есть еще, кстати, музей бихеровки, где есть прям оригинальные рецептура от Бехеря, да, который создавал. То есть там очень интересно. Кому интересно, видите в интернете, кто будет в Чехии, можете пойти, да, и посмотреть в музей бихеровки, посмотреть, как там и что происходило, да. То есть интересный напиток, по сути, с историей большой, но у каждого свой вкус, да, в каждой стране есть свое какое-то достояние. Обратно же, в Ирландии это Гиннес, это Джеймсон, там, и так далее, да. В Украине у нас борщ, сало, там, самогонка, да, то есть у нас немножко другое все. У каждой страны есть свои какие-то плюсы, есть своя история. Вот бихеровка — это история Чехии, да. Будем уважать ее, попробуем. Может быть, она мне и не понравится, может и понравится. То есть на вкус и цвет, вы знаете, товарищей, нет. Вскрываем бутылочку. Давайте. Ух! Ого! Ой-ой-ой, прям такими лекарствами отдает. Материдно. Ай-яй-яй, ну да, аромат насыщенный такой, да, терпкий.
Травяной, прям, ребята, ну давайте попробуем. Я когда-то, когда работал в Чехии, я пробовал эту бихеровку, ну тогда было такое застолье, что я и не помню, что я там пробовал, если честно, как оно есть, говорю. Да, в свое время в Праге я работал в больничной столовой. Самая большая там больница, если не ошибаюсь. Вишнева или Вишневская, что-то такое. Кто знает, тоже напишите в комментариях. Кто смотрит, может, меня сейчас находится в Чехии, да. Там я проработал. Ну, было весело, интересно. Там были и румыны, и кого там только не было тоже. Солянка была такая интересная. Но мы возвращаемся к бихеровке и к ее запаху. Так, давайте я буду на весу, потому что сейчас все разолью. Я знаю. Так, цвет. Опа. Вот цвет такой, смотрите, непрозрачный. Такой мутненький, да, с таким вот, каким-то, не знаю, пивным, да, оттенком. То есть, ну, вот так вот выглядит, видите. То есть, не белый, да, не чистый, как говорится, спирт, как там водка и так далее, другие напитки, да. Больше такой на виски похож, но обратно виски более такой темный цвет, тут более такой прозрачный он, но чем-то похож на цвет виски, да. Обратно же тут куча трав, оно обязано быть, да, такое немножко, ну, цвет должен, потому что травы, они дают, да, цвет какой-либо, то есть каждая травичка, да, выдает какую-то свою цветовую гамму, под их сок, да. Ну вот запах обратно же травяной. Ну вот сейчас, кстати, полегче. Давайте сейчас еще немножко подышит, да, чтобы вышли все эти спирты, пары, чтобы уже почувствовать на вкус настоящий, как говорится, классический, нормальный вкус бихеровки. Сейчас мы минутку подождем и будем пробовать. Ладно, короче, пробуем бихеровку, да. Постояло оно. Запах, ну такой травяной, прям такой терпкий, прям чувствую, не знаю, как на вкус будет. Ну давайте, ребята, всем быть добру, всем здоровья крепкого, да, и позитива, конечно, в наши непростые времена нужно все-таки иметь какой-то позитив и настроение. Я буду его делать и дальше, снимать контент, не смотря ни на что. Он будет различные распаковки, будет и алкоголь, и еда, и веселье, и путешествия, и информация по жизни там или там, и так далее. То есть все будет в комплексе, на моем канале будет все, ребята, так что давайте. Еще раз, быть добру. Ну, вот я выпил половинку, да. Если бы целую, мне кажется, было бы похуже. Ну, половинка нормальная. Обратно же, ну что. Сказать, чтобы слишком горький. Ну, есть горчинка, но нет. Вкус каких-то, ну вот, не знаю, как фруктов, какой-то цитрус. Такой цитрусовый, ну, привкус. Не знаю. Нормально. Вкусненько. Давайте еще до конца. Ну так, идет, греет. То есть чувствуются градусы, чувствуются. Охлаждать ее, конечно, нужно. Если она была бы не в охлажденном состоянии, то, как я читал, да, там был очень выраженный был горький, да, вот горечь была слишком бы выражена, и был бы, терпкость была максимальная бы, то есть и пить его не слишком комфортно и приятно. Вот в такой ипостаси, когда плюс 5, да, может немножко меньше будет бихеровочка, то она приятная на вкус. Вот сейчас выпил, да, видите, я даже, ну, там, не кривился, ничего там, потому что, ну, оно, не скажу, что прям очень приятно, да, алкоголь вообще это такая вещь, потому, ну, мало кому она может быть очень приятна, да, прям вкус там нереальный. Это нужно все-таки быть уже каким-то экспертом, либо любителем конкретным. То есть я как обычный обыватель, да, могу сказать, что я выпил, но нет какого-то, да, такого, ну, вот, отторжения, да, вот, еще вот последнюю попробую, чтобы понять, да, этот весь вкус. Вот сразу стало тепло.
потому что обратно же градусы. Было бы тут 20, было бы не так. Обратно же у бихеровки есть отдельные, другой, да, линейка, где 20-градусные там с разными вкусами, да, добавками и так далее. То есть все у них есть. То заход номер 2. Как-то начало все сразу работать. Желудок. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Ой-ой-ой. Ты что? Добрый день, добрый вечер. Я вас приветствую. Hello, how are you? Да, не знаю. У меня какие-то такие двоякие ощущения по поводу бихеровки. Я всегда ставлю, когда что-то там пробую, да вообще по жизни, да, не снимая обзоров и так далее. То есть я для себя говорю, купил бы это еще раз. Вот это вот главное. Купил бы я это еще раз. И так не важно, что ты купишь. Хоть хлеб там покупаешь, да, и ешь его. Понимаешь, что он там же куча различных. И ты сравниваешь с тем или иным, да, хлебом. И понимаешь, да не, наверное, уже я его не куплю. Попробовал и хватит. Вот насчет бихеровки я пока еще не понимаю. У меня еще не сложилось полное впечатление о ней. Купил бы я ее еще раз, если бы увидел, да, либо нет. Вот это пока я не сформулировал, но сейчас попробую, попытаюсь все-таки для себя понять, купил бы я еще раз этот напиток, этот ликер, да, травяной, либо нет. Давайте, чтобы уже финалочка, да, финальный, как говорится. Рюмочки обратно же маленькие. Вот сейчас я больше выпил, чем, да. Ну, не знаю. Я попробую еще добавить его в кофе и в чай, да, чтобы понять, как вкус, да и придает он нормальный вкус или нет, да, там, например, как Беллис. Беллис, да, прикольно добавлять в кофе, очень реально он придает такой, да, потому что сам Беллис, он сладенький, такой, да, молочный, он реально, очень вкусно. Вот здесь, конечно, я уже повторял это, скажу еще раз, то есть, такой вот вкус насыщенный травяной, да, аромат, то есть, горчинка есть, насыщенная терпкость, то есть чем-то цитрусовый какой-то привкус. Не знаю, купил бы я или нет, 50-50. Напишите в комментариях ваше мнение. Пробовали ли вы обратно же бихеровку, я спрашивал. И второе, купили бы вы ее обратно, вот что немаловажно. То есть, если человек пишет, что он купит ее обратно, значит она ему понравилась, значит это продукт, который, да, в массы выйдет нормально. Если человек пишет, что так раз попробовал и все, и больше бы он не купил, да, или максимум на подарок там привезти с Чехии там кому-то, то, конечно, значит, что это более такое, знаете, как говорится, пузырь, да, то есть вокруг делается пузырь какого-то бренда, да, неважно, это может быть и телефоны, и техника, и еда, и спиртные напитки, либо автомобиль, неважно, делается какой-то пузырь, да, пиарится это, любой бренд, и потом просто люди от того, что он на слуху, где-то там реклама, они его покупают, как вот бихеровка. Бихеровка по факту это, да, национальное, типа, не тоже достояние, национальный продукт, да, гордость там Чехии и так далее, потому что он создан был почти 200 лет назад, там, то все, 5-10, то есть реально, это приятно, да, осознавать, что это создано полностью там в Чехии, в Чешской Республике из их ингредиентов. Купил бы я обратно, не знаю. Обратно же, прикольная бутылка, прикольная история, почитав, узнав о том, что этот напиток с большой историей. Вот сейчас я, выпил, да, почти 2 рюмочки, первая была полная, вторая была немножко поменьше. Не знаю, вкусненько, но так, двоякие впечатления, обратно же говорю, нужно еще протестировать и подумать. Купил бы я его сам, не знаю. Спасибо большое подруге, что она привезла, конечно. Купил бы я его сам, не находясь в Чехии, если бы я был бы туда, где-нибудь там, не знаю, в Германии, либо еще увидев эту бихеровку, купил бы ее или нет? Ее, наверное, нет. Как-то так, вот сейчас я так вот это могу сформулировать. Купил бы я через, не знаю, там, лет 5 ее, да, увидел бы обратно просто? Наверное, да. Вот такие вот у меня впечатления. А так вообще прикольная вещь. И обратно же, если ее употреблять правильно перед едой, там, для
для желудка, да, для кишечника и так далее. То есть пишется, что для этих всех вещей бихеровка реально работает. То есть ее травы реально помогают пищеварительному процессу в вашем организме. То есть это не просто такие пустые слова, либо это я пытаюсь там вам это впарить. Это так вот сделано, такие вот травы в составе, что они реально помогают. Да? Вы знаете, что травы это все наше. То есть то, что из земли, это, ну, это правильно нужно употреблять. Нужно это использовать, потому что любая химия, любые вот эти все соединения, все-таки это все искусственно создано. А это по факту натурпродукт, как бы это ни звучало, хотя это алкоголь, да, но это натурпродукт, который сделан из натуральных ингредиентов. И это, как по мне, очень важно. Всем чехам спасибо за бихеровку, которые создавали ее, да, и Бехеру в том числе. Я, как по мне, нормальный напиток, но обратно же это все на любителя, все индивидуально. И обратно же не на каждый день, как лично для меня. Даже если она все-таки полезна, то все-таки лучше брать какие-то натуральные добавки, да, а не употреблять каждый день спиртные напитки. Всегда на связи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Если вам понравился обзор вот таких вот алкогольных напитков, мы можем потом продолжить с виски ирландским и так далее. Просто хочу разнообразить контент, потому что рассказывать всегда про одно неинтересно, мне самому хочется развиваться, да, и как-то видеть себя в другом амплуа. Понравился ли вам этот обзор, напишите обратно же в комментариях ваш фидбэк, то есть ваш ответ, да, ваши лайки и так далее. Это я вижу то, что я делаю что-то правильно, либо нет. Понравилось, либо нет. Как-то так, обратно же все. На связи, всех обнимаю, приподнимаю.